Подписчикам привет! Сегодня фильм «Мой парень псих», 2012 год, по роману Мэтью Квика, автор сценария и режиссер Дэвид О. Рассел. В ролях Брэдли Купер, Дженнифер Лоуренс, Роберт Де Ниро. Бюджет 21, сборы $236,4 миллиона. Очень успешный фильм. Куча номинаций на Оскаре, но награда одна. Лучшая женская роль Дженнифер Лоуренс. Сюжет. После 8 месяцев принудительного лечения в психушке Пэта, главного героя, мама забирает домой. Ранее Пэт застал дома бывшую и учителя истории голыми в ванной комнате. Он избил любовника. Пэту решением суда запрещено приближаться к бывшей, ее зовут Ники. Но Пэт по-прежнему одержим ею. Семья Пэта, мать, отец и его брат. Все вместе они пытаются выбраться из этой ситуации. На ужине у друга Пэт знакомится с сестрой жены друга Тиффани, у которой недавно умер муж-коп. Тиффани кажется еще более чокнутой, чем Пэт. Тиффани увлекалась танцами и хотела принять участие в ежегодном конкурсе, но ей нужен был партнер. Выбор пал на Пэта. Путем шантажа и манипуляций Тиффани удалось уговорить Пэта на репетиции. Отец Пэта страстно увлекался американским футболом и делал ставки. После какого-то проигрыша отец удесятеряет ставку и ставит на выигрыш орлов. И Пэт с Тиффани должны набрать в конкурсе 5 баллов из 10. И вот наступает день Икс, все удается, 2 условия выполнены, отец счастлив, Пэт признается в любви к Тиффани, но перед этим он разговаривает с Ники, бывшей. Он излечился от болезненной любви к бывшей. Юрий Антонов, новая встреча, лучшее средство от одиночества. Ну, теперь немножко о тех моментах, которые произвели на меня впечатление. Если честно, то почти все персонажи были немножко чокнутыми в той или иной степени, но не более любого из нас. Кого из нас периодически не охватывает неуправляемый гнев, и причин на то великое множество? Кто из нас не был одержим той или иной идеей, тем или иным персонажем в разное время? Просто чтобы справиться с этим, нужно время, кому-то больше, кому-то меньше. Разве не безумцами совершаются великие открытия и подвиги? Когда я смотрела на репетиции наших героев, особенно когда партнерша с разбегу запрыгивала на партнера, и он падал, так как не мог удержать партнершу, я думала, куда они замахиваются, где танцы и где эти психи. Но у них все получилось, и они набрали средний балл 5, ужасно мало, чтобы победить, но достаточно, чтобы выиграть пари и открыть ресторан. Пэт едет с мамой на сеанс терапии, по окончании которого звучит какая-то свадебная песня, с которой у Пэта связаны неприятные болезненные ассоциации. Я ничего не смыслю в методах лечения, но зачем специально раздражать пациента? Это его вывело из себя, и он устроил маленький погром. Мне кажется, подобный выпад вывел бы из равновесия любого нормального. Или Пэт в 4 часа утра будет мать с отцом, выкидывает книгу в окно, чтобы возмутиться печальной концовкой романа Хемингуэя. Судя по содержанию, это роман «Прощай, оружие». Конечно, нельзя нарушать покой родителей и соседей в 4 часа, но меня тоже часто возмущают печальные концовки в фильмах и книгах. Ну, может, эта реакция менее экстремальна? А чем лучше друг Пэта Ронни, который жалуется по секрету Пэту на давление, жену, ребенка, дебилов на работе? Как-то днем отец подходит к Пэту со слезами на глазах и как бы просит прощения. Возможно, я недостаточно уделял тебе внимания в детстве и больше занимался твоим братом. Возможно, ты чувствовал себя хуже из-за твоей болезни, но я не знал этого, не знал, как справиться с этим. И сейчас эта ситуация с орлами – это способ провести время вместе. Я хочу сделать все возможное, чтобы снова поставить тебя на ноги. Это главная задача. Я хочу с тобой смотреть игры, чтобы пообщаться, поговорить. Отец был очень взволнован. И еще он внушил себе, что сын приносит удачу. Вообще, посмотрев фильм, мне показалось, что любой из нас в меру своей интуиции, любви и жалости к ближнему может помочь душевно больному. Вот и Тиффани, используя любовь Пэта к Нике, отвечая письмами за Ники, испытывая симпатию к Пэту, невольно излечивает его. Фильм об обычной семье с выяснением отношений, с криками, руганью, слезами, заботой. В финале Пэт признается в любви к Тиффани, любовь излечила и его, и ее. Мир разобьет вам сердце в любом случае, это гарантированно. И я не знаю, как это объяснить. Моя ли это сумасшедшая фантазия или чья-то еще, но я опять полюбил воскресенье. И я, подумав, что каждый сделал для меня, чувствую себя самым счастливым человеком. Последняя мысль вслух Пэта. Замечательный фильм. На этом все. Всем пока. Подписываемся на канал.